сделаем то, что изменит нашу жизнь прям полностью. Мы будем выбирать имя для нашего будущего малыша. И нам очень сильно нужна ваша помощь. Мальчика. 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 Имя мальчика будем выбирать. Только с твоей поддержкой мы сможем найти идеальное имя. Поэтому подпишись, напиши в комментариях свой вариант и поставь лайк. У нас есть несколько вариантов, но если сказать по-честному, выбрать очень сложно, прям очень-очень. Каждое имя несет в себе что-то особенное. Давайте мы сейчас покажем вам весь наш список, который мы приготовили, и расскажем, почему каждое из этих имен нам нравится. Первый вариант, который могу предложить, это Арман. Мне нравится, потому что это имя как будто несет силу и традиции такие. Эх, Арман! Ну, наверное, несет. Только я об этом ничего не знаю. Я хочу что-то такое более современное. Например? Ну, Алекс мне нравится, или Леон. Леон! Левон! Очень современные имена. Прям современность несет. Не Левон, а Леон. Даже Леон. Леон Киллер. Киллера, да, там? Рожаем. Не, ну дело даже не в Киллере. Мне реально нравится. Леон Сириканян. Нам же еще надо, чтобы подходило с фамилией. Конечно, надо, чтобы подходило с фамилией. Арман Поэтому Сириканян тоже, надо... в принципе. Это же армянское, как ни крути, Сириканян никуда не денется. Нужно, чтобы с Сириканяном соответствовало. Поэтому нужно традиционное, армянское, современное. Тогда пусть будет Акоп. Очень современное, очень Акоп это традиционное. тоже очень сильное имя, между прочим. Я читала. Не, я не хочу Акоп, потому что с Акопом у меня столько уже этих историй, что я не могу. Меня и Яков называли, и Наков, и Хаков. как угодно называли, только не так, как мое имя. Мое имя могут произнести только армяне, которые знают армянский язык. Акоп. Все остальные, не знаю, что хотят, говорят, только не так, как есть. Да. Так что Акоп нет. Точно, у тебя реально, тебя как только не называли. Ладно, Акоп исключаем. У нас у каждого в телефоне есть список имен. Еще плюс ко всему. Мы сейчас будем обсуждать эти варианты. Я твои не знаю. Ты мои не знаешь? Конечно, не знаю, откуда. Я же не могу твой телефон тронуть. Ты меня побьешь. А прям таки. Давай, сколько? Ой, у меня одно имя. Ладно, еще одно я думала, я сейчас его прекрасно помню. Не, у меня список такой, ну, небольшой, но не маленький. У тебя... Давай тогда я начинаю. Давай, начинай. Имена, которые мне нравятся. Давай. Мне очень нравится имя Роберт. Роберт. Да, классное такое имя, и традиционное, и можно озвучивать это имя на разных языках. То есть Роберт звучит что и на русском, что и на английском, что и на французском. Роберт. Что на армянском. Угу. А это армянское, да, имя? Да, это армянское имя. И Роберт Сириканян, в принципе, мне нравится. И звучит, и мне очень нравится, что ты уже как бы заботишься об этом, потому что ты сам с этим столкнулся, Конечно. да? Что могут имя коверкать, и это не всегда приятно, и даже не всегда понимаешь, что это к тебе обращаются, если тебя там каким-то Яковом называли. Давай свой вариант. Мы это уже знаем. Из моих фаворитов я себе записывала имя Адриан. Все! Что? Я тебе поэтому и не говорила, что вот эту реакцию я не хотела увидеть. Адриан Сириканян, очень красиво. А как ты будешь его звать? Адриан, так и буду звать, это не сложно, это не Паркинтум Пентентун Тентентунвич. Это не сложно. Ты мое имя так, да? Услышала. Я твое имя, когда узнала 15 лет назад, я тебя вообще запомнить не могла.
Я подходила и спрашивала у Вот людей. и ты говорила, как он называется. Потому что я сейчас тебя люблю, я бы хотела проассоциировать с тобой. Все. Адриан, что скажешь? Ну, слишком современное, я скажу, для сириконяна. В смысле, сириконяны что, не современные или что? Но современные я не в том смысле, что мы не современные, мы там старомодные или мы сильно там традиционные. Просто, ну, как-то не подходит. Не наше. Не чувствуется вот этого. Посмотрим, что скажут зрители. По поводу имени Адриан напишите, если кому-то оно понравилось. Дальше твой вариант. Еще из моего списка, который мне нравится, сейчас я скажу. Ну, у меня не такой. Ну, что ты смотришь? Просто там такие имена, ты только что с моего Адриана смеялся. Это просто имена, может, не для детей. Это просто имена, которые мне нравятся. Ой, ребята, там вообще какая-то катастрофа сплошная. Муся, ты слышишь, что там папа вытворяет, да? Ты слышишь, что он говорит? Это черный жук. Ты слышишь? Тебе такое красивое имя подобрал? Адриан. А если ты будешь девочка, ты можешь быть Адриана. Кстати, это только что мне пришло на ум. Еще вариант, который мне нравится, так как имя начинается буквы S, и наша фамилия тоже начинается буквы S, мне нравятся имена на буквы S. И один из самых таких более армянских имен, который мне нравится, это Степан. Но я бы не хотел назвать Степан, я бы хотел по-современному вот этот Степан обработать и сделать, например, Стефан. Стефано. Стефан. Но если Степан, по-вашему, или как? Степан. Степан. Вот видишь, опять проблема, буква П не выговаривается. СС, как с сириконя Степан, мне нравится, но мне нравится, что люди не могут выговаривать это слово. Им тяжело сказать Степан, им тяжело вот П. Это вашим тяжело, а нашим, украинцам, Степан, это наше Ты тоже говоришь украинское имя. Степан. Степан. Но это будет Степа, чтобы ты понимал. Вот. Ну, фу. Дело не в Степе, дело не в этом. Просто, опять же, языковой барьер. То, что ты говоришь Степан, это не одно и то же слово. Буква П и буква П. Это не... Степан. Степан. Короче, не усугубляйся. Просто я сказал нашим зрителям, что мне нравится вот этот вариант СС, но мне не нравится, что они там не могут сказать. Не все, да? Поэтому... Нет, это вот... А мне не нравится, что именно ему есть укороченная версия. Если бы это реально Стефан было, то это, ну, просто типа Стеф. Нет, тоже не идет став, как будто Став. порода собаки. Собака какая-то. Короче, нет, исключено. Можно на С подумать Себастьян. Себастьян Сириконян. Вот мне очень нравится, где в конце имени Ян. Аньян. Аньян, да, потому что мне вот так очень красивое сочетание. Я вот наоборот вот эту Армению в этом слышу. Себастьян Сириконян. Классно, мне нравится. Ну тоже Себастьян. не сказать, что это вот именно идеально окончательный вариант, о котором можно задуматься и остановиться на этом варианте. То Нужно... подожди. Что подождать? У меня есть еще один тоже с таким же, с таких же побуждений я выбирала, потому что я сразу же вот так думала, чтобы было Ан, Ян, ну типа. Я выбрала еще Кристиан Сириконян. Кристиан. Кристиан, Зая, красиво. Крис. Крис. Ну реально, и укороченное красиво, и никто его коверкать не будет, и в школе не будут. Будут коверкать. Как? Кристиану Роналду все будут говорить. Я уверен. Боже, я даже не знала, что его Рональдо Кристиану зовут. Да ну, что это Рональдо будет говорить? Пока он вырастет, уже Рональдо умрет, я тебя прошу. Ну, Зая.
Хорошо, тоже хороший вариант, имеем в виду. О. Ребята, теперь пришла ваша очередь. Напишите в комментариях, какое имя вы бы предложили. Мы прочитаем все комментарии, выберем самое-самое подходящее. Ваше мнение действительно очень важно для нас. И может быть, именно ваш вариант станет именем нашего будущего малыша. Поэтому обязательно каждый напишите свой Вариант имени. вариант красивого имени. Сейчас мы хотим позвонить нашим племянницам и спросить их мнение, как они хотели, чтобы их брата звали. Я позвоню своей племяннице Аллочке и племяннику Арманчику. Танюшка позвонит племяннице Машке, племяннику Андрюшке и племянник Ивана. Угу. Поехали. Систер тоже свою спросил? Систер кто такая? Нет, ну, конечно, детские мнения, это, мне кажется, самое такое прикольное, да? Вот они же так все по-своему видят. Аллочка, привет, моя принцесса, красотка, моя счастье. Смотри. Если ты хочешь что-то показать, Тебя показывай напротив Тебя не своего буду лица. показывать. Аллочка, у меня к тебе вопрос. Арманчик, ты тоже тут? И к тебе тоже. Скажи, пожалуйста, вот если у нас появится мальчик, у тебя братик будет, как бы ты хотела, чтобы братика называли? Имя? Стоп. Не будет у вас мальчика, будет девочка. Еще разочек. Думаешь, что мальчик не будет, будет девочка? Да. Ладно, а если вдруг так получится, что братик, как братика назовем? Скажем по-братски, как ты там, брат? Как ты там, сестра? Брата как звать будем? Покажи живот. Покажи. Ну, девочка. Это точно. А там говорит, да если я мальчик буду, нужно же иметь в виду вариант какой-то. Один. Ауч. Ну, давай. Но если у Армана Арман, значит Акоп. Ай, логика. А как ты хочешь? Будут звать Армен. А как ты хочешь, Аллочка? Да, давай Вот без ты. логики, просто. А это ты хочешь, Арман? Подожди, сейчас у тебя тоже спросим. Я бы назвала Марк. Марк? Марк? Марк. Почему же Марко? Да не Марко, Марк. Арманчик, ладно, дай пусть этот скажет. Арманчик, а как ты бы назвал нашего сына, твоего брата? А угадай. Ну, Арман нет, не будет так много Арманов, как-то по-другому. Не Арман. А как? Угадай. Я не могу, я у тебя спрашиваю. Меня Армен. Мини-Армен. У мамы давай спросим еще и. Мама, тебя сейчас спросят. С тебя спросим. Проблема. Мама, Какая проблема, я? мама, привет, скажи, пожалуйста, если у тебя там племянник, вдруг так получится племянник, как вот назвать племянника? Имя мальчика. Анри. 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 Вот это современный подход. Современно. Ой, красиво. Систер, мне понравилось. Андрей Сиреканя. Это Анри без Д, да? Без Д. Без Д. Анри. Слушай, систер, а полное есть какое-то типа, как-то его, или это уже полное, полное имя? имя. Анри. Полное имя Анри. И укороченное, и полное получается, да? Анри. Ой, красиво, мне тоже понравилось. Укоротить или что-то там. Анри Сириканян Акопович. Ой, классно. Все, Молодец, спасибо, целую, мы систер! тебя потом наберем. Тём, Что? кстати, систер предложила прикольный. Ну, мне и Марк тоже нравится вообще-то. 2 раза уже. Марк. Не хочу называть Марк. Почему? Потому что очень многие называют своих детей Марк. Сейчас поколение вот этих Марков, Милан и похожих имен.
Не в обиду никому, Одно и то же, просто да. очень много встречается. Я хочу, чтобы это было не одно из миллиарда, но как-то выделялось среди хотя бы там тысячи. Вот так. Знаешь, чтобы услышали и так задумывались, ой, какое красивое имя. Да. Машулик, Марийка, назови, пожалуйста, мужское имя, как бы ты хотела, чтобы мы назвали своего сыночка. Твоего братика. Акоп? Еще раз скажи. Ты хочешь, чтобы братика звали Акоп? Ты красотка моя, я тебя Потому что очень ты люблю. любишь Акопа, да? Ты моя зайка. Хорошо, а еще один вариант, может, у тебя есть? Саша. Саша, да? Понятно. Папа, я А Акоп. первый Акоп вообще. А кто там еще есть? Андрюшка, Ванюшка есть? Ванюш, давай. Быстро, любой. Если даже смешное какое-то, ничего страшного. Может, Сережа, Паша. Паша? Да. Окей, принято. Юляша, а ты? Привет! Як ти хочеш, щоб тебе братика звали? А нет, блядь, сейчас твою. Як? Я хочу, чтобы ее звали Саша. Саша. Саса! Саша. Еще один Саса? Хорошо, детки, спасибо. Яка в тебе ідея? Давай, Машут. Матвей. Матвей? Ха-ха-ха, как интересно. А ты, Юляшка, что бы ты хотела, если вдруг? Вдруг. Нет идей? Марк. Я просто, думаю, що вам підходить, знаєш. Марк? Красиво, Марк. Ага. Еще есть варианты? Бо Саша Акопович так собі. Да, Саша Акопович Сириканян. Сильно. Да, сильно это прям такой набор. Акоп Акопович тоже классно такой. Машуля вообще так классно. Акоп сразу. Все. Тем-тем. Мы будем имена продолжать выбирать, или ты там занята уже, взяла свой телефон? Не, я не занята. Я как раз хотела... Я спросила у Гугла, какие необычные имена он может нам предложить. Может быть, что-то такое нам понравится, и мы сможем выбрать. Но я начала читать и поняла, что нет. Есть Вакула. Вакула. Ну, это украинское имя, чтобы ты понимал. Чтоб я понимал, давай в машине пойдем, а то ветер тут мешает. Давай, продолжим. Рассказывай, какие там имена нашла в Гугле, интересные, смешные. Если загуглить, какое самое... Спокойно, не кричи. Ты чё? Если загуглить, какое самое крутое имя для мальчиков, написано просто шигрибам. Аслихан. Аслихан. Это самое популярное имя? Самое крутое и популярное имя для мальчиков. Рамзан, Батыр, Джамиль. Короче, Ну, это что-то все ты вообще... не туда пошла. Это все вообще не наши варики. Я не знаю, что оно так не открыто. Интересные мужские имена. Да, я сначала ввела интересные, там вообще ничего интересного. Вот, Миролюб, нормальный. Зорослав. Вообще четко. Мирадар. Вакула. Вакула. Ну, знаю, Вакула красиво, просто это очень старинное имя и... Дракула. и А ты чё, не назвать- сказал, мне такое- Назвать Дракула Сиреканян. Нормальное имя. Дракула. Так, нет, мне не нравится. Как ввести? Хорошо, давай, какое самое редкое имя? О, Картошка. Тихомир, Нет. Зарислав, Нет, у тебя идет Лавр. у тебя идет все русские варианты. Если ты пользуешься Гуглом и у тебя
Геолокация. Не геолокация. Язык стоит русский, то, соответственно, будет выставлять русские все варианты. Ара, нашла. Давай. Самые популярные имена в странах Европы. Лукас. Нормально, Лукас. Лукас Сириканян, Лукас Акопович. Нету уже ич, все, отпусти. В смысле? А как по батькову будут его называть? Не будут называть, нигде в Европе не называют по имени отца. Имя, отчество не называют? Где ты слышала имя, отчество? По фамилии называют. Да. Хер Сириканян. Ребята, это не шутка, реально. Не хер, а хер. Вот это опять же языковой барьер. Да. У славян нету буквы Х. Хакоп, Хейч, H. Мгм. Это что сделать? Так получилось. Ну, у всех свой алфавит, Поэтому конечно же. H тут переименуется как Х, и это получается хер. И они все смеются. А это хер. Оливер, второе имя. Тоже нормально Или нравится. Оливье. Оливье нет, Оливер нравится. Оливер, красиво. Сириканян, Оливер. Дальше. Оливер, первый раз слышу такое имя. Матео. Нет, Вообще нет. Габриэль. нет, Красиво, Габриэль. нет, Даниил. нет, Райан. нет. Ной. Интересно. Ну и да, можно взять, потому что это... Вообще не современное, а старое имя с большой историей, да? Да. Тоже Мгм. можно взять, назвать, как называли Эйнштейна. Как называли Эйнштейна? Эммануэль. На букву А. Аристотель. Альберт Альберт. Эйнштейн. Альберт очень интересное имя. Тоже можно на всех языках мира сказать. Альберт очень интересная версия. Или второе. Иностранные. Что дает Google? Платон, Игнат, Филипп, Родион, Гордей. Ладно, стоп, Вообще всё. успокойся. Давай отпусти вниз. Без гугла сейчас будем обходиться. Будем думать самостоятельно. Опусти, пожалуйста, гугла. Спасибо. Я тебе предлагаю, может быть, назвать ребенка каким-то именем знаменитого человека. Знаменитый не в эту эпоху времени, а вообще знаменитый человек. Например, Наполеон. Я очень люблю торт Наполеон. Как раз будешь есть нашего сына Наполеона. Я и так Жакобу говорю. Мы этого ребеночка будем просто съедать. Будем Ну вот это эту конечно. попку, эти ручки, эти просто стёчки. Я говорю, Что Наполеон интересно. да не, Наполеон такой закомплексованный был. Не хочу. Да Вредный. Причем тут какой он был? ужасный. Мы не берем его, Ну, понимаешь, сразу характер. ассоциации идут, понимаешь? Ну а что, Наполеон это большой такой. Моцарта как звали? Не знаю. Тоже Альберт. Альберт Моцарт. И Себастьян. самый интересный вариант, который я хочу предложить, М. так как мы в Германии, можем назвать Гитлер. Я думала, ты скажешь какое-то имя, типа, если мы в Германии, у нас получилось тут зачать ребеночка, мы так благодарны этой стране, и ты скажешь там Джерман как-то назовем, Герман. Или Берлин. Говорит Гитлер. Ладно, как, Это что вообще? как этого Гитлера звали? Адольф. Адольф. Фу. Адольф Сириканян. Честно тебе сказать, вот по правде, когда-то, когда я была юной, я мечтала, если у меня родится сын, я знаешь, как его назову? Мочи Просто ты вообще не подходишь к этому. к этому всему, к тому, какого сына я представляла. Будь здоров, правда. Я думала, у меня сын будет Рома, Ромашка.
Ну серьезно! Сын Ромашка. Сын Ромашка. Это такой, у меня такие ассоциации. Это такой голубоглазый блондин с кучерявыми такими волосиками. Такой маленький, хороший. У меня брат двоюродный Рома. Вот он в детстве был такой кучерявый, хороший, такой прям милый, обаятельный. Ну вот так я себе видела. Но Но тут я и Рома не вариант. Рома Сириканян, хотя Роман Сириканян может быть, слушай. Нет, по-братски. Почему? Обоснуй. Потому что сказал нет. И все. Думаем Понятно. еще. Пока что мы не приняли окончательное решение, но у нас есть несколько фаворитов. И мы очень хотим, чтобы именно вы помогли нам с выбором. В комментариях пишите свое любимое имя для мальчика. Или какое вам хотелось бы. Просто вот свое мнение пишите, любое, не стесняйтесь. Если оно какое-то необычное или даже какое-то не армянское, это не имеет значения. Пишите все варианты, это очень интересно. И мы хотим, чтобы было много вариантов, чтобы мы могли еще подумать и выбрать. Спасибо, что вы были с нами. Мы обязательно объявим имя нашего малыша, как только определимся с этим выбором. Да, и может быть это будет именно ваше предложение. Поэтому подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. На этом сегодняшний выпуск заканчиваем. Пока, друзья. Увидимся.